Привет, друзья! Заходя в магазин бытовой техники, глаза не только разбегаются от ее изобилия, но и округляются от повышенных цен. Выбрать хорошую стиральную машину по приемлемой цене может оказаться затруднительной задачей. Изучая разнообразие брендов и моделей, их функций и характеристик, можно отложить покупку стиралки на долгое время. Но мы уже сделали всю работу за вас. Сегодня мы подобрали 5 лучших стиральных машин от проверенных брендов до 30 тысяч рублей. Хочешь облегчить себе муки выбора? Тогда досмотри этот ролик до конца. Вы на канале MyGadget, и мы начинаем. Пятое место. Candy CS34 1052 DB1/2. Цена 21 тысяча рублей. Начнем наш сегодняшний обзор самой бюджетной стиралки в топе. Ее цена точно никак не влияет на ее функции. Candy достаточно известный и уже неплохо зарекомендовавший себя на российском рынке итальянский бренд бытовой техники. Внешне машинка выглядит стандартно для стиралки с фронтальной загрузкой. Белый корпус с черным ободком загрузочного люка. Небольшой цифровой дисплей, на котором находится таймер, регулирование температуры и оборотов отжима. А также машинка оснащена стандартным поворотным механизмом для выбора режима стирки. Кстати, о программах стирки, их здесь 16. Базовые режимы, необходимые семье, такие как шерсть, детская одежда, деликатные ткани, хлопок, синтетика и так далее, имеются. А вот стирка верхней одежды или обуви не предусмотрена. Зато есть ускоренные режимы стирки на 14, 30, 44 и 59 минут, которые легко помогут освежить вещи за короткий промежуток времени. Кстати, по статистике именно этими режимами чаще всего пользуются люди. Напишите в комментариях, на каком режиме чаще всего вы стираете одежду. Максимальная загрузка белья всего 5 кг. Для небольшой семьи из 2-3 человек будет предостаточно. Габариты у стиральной машины небольшие, 34 см в глубину и 60 см в ширину, поэтому она легко встанет даже в небольшую ванную комнату. А вот вес у стиралки большой, 60,5 кг, поэтому в одиночку устанавливать может быть проблематично. Одной из отличительных особенностей этой стиральной машинки является возможность управления с телефона. Правда, пока эта функция доступна только смартфонам на операционной системе Android с наличием NFC-чипа. Делается это через специальное приложение, которое находится в открытом доступе в Play Market. Расход воды за одну стирку 45 литров. Это, к слову, достаточно мало. В нашем топе это второй результат, меньше только у Weisgauf, но о ней чуть позже. Поэтому данная стиралка сможет вам еще и семейный бюджет на коммунальных счетах экономить. Стиральная машинка этой модели, наверное, одна из самых тихих в топе. Во время стирки уровень шума равен 56 дБ, что можно сравнить со звуком работающей электробритвы. А вот во время отжима он поднимается до 75 дБ, что традиционно сравнивают с шумом от пылесоса. Но я думаю, за такую цену ей можно это простить. Да и к тому же, если закроете дверь в ванную комнату, слышно будет намного меньше. И еще немного об отжиме. Максимальное количество оборотов в минуту 1000. Многие машинки в нашем топе отжимают лучше, но и этого будет достаточно, чтобы после стирки с одежды не стекали струи воды. Из дополнительных и полезных функций еще есть отсрочка старта. Ее максимальное время 24 часа. Это довольно удобно, если вам вдруг будет необходимо отключить стиральную машинку в определенное время. Кроме того, имеется защита от детей и протечек. Обсудим плюсы и минусы машинки. Плюсы. Она узкая и достаточно компактная. Приятный классический внешний вид. Достаточное количество режимов стирки. Простая и понятная в управлении. Минусы. Короткий подводящий шланг. Хлипкий лоток для стиральных средств. Подведем итог. Эта стиральная машинка отлично справляется со всеми базовыми для нее задачами. Простая в управлении настолько, что с ней легко справится и подросток, и пожилой человек. Но самое главное, она бюджетна и, что важно, полностью соответствует критерию цена-качество. А еще подходит тем, кто привык доверять только проверенным брендам. Все-таки Candy существует давно, и многие из нас с этим брендом точно сталкивались. Поставьте палец вверх те, кто уже успел познакомиться с их техникой. Ну а пока вы ставите лайк, мы переходим к следующей позиции нашего топа. Четвертое место. Weisgauf WM4106D. Цена 27 тысяч рублей. Второй в нашей подборке становится стиралка от относительно молодого бренда Weisgauf. Выглядит модель почти так же, как и предыдущая стиралка. Белый корпус, фронтальная загрузка, черный ободок загрузочного люка, цифровой экран с наглядной индикацией для выбора специальных возможностей и программирования установок и классический поворотный механизм для выбора режима стирки. Однако здесь есть одна особенность – тонированный люк.
Кто-то считает это плюсом, ведь не будет видно, как в стиралке плещется белье, кто-то наоборот видит в этом отсутствие возможности контроля процесса стирки. Напишите в комментариях, какого мнения придерживаетесь вы. Программ стирки здесь 15. Самые стандартные и необходимые: хлопок, синтетика, быстрая стирка, шерсть, джинсы, деликатные ткани и так далее. Стирка верхней одежды или обуви опять же не предусмотрена, зато есть ночной режим. На нем машинка будет стирать намного тише, пропуская все шумные этапы и отжимая одежду на 700 оборотах в минуту. Максимальная здесь, кстати, 1000, столько же, сколько у стиралки Candy. И как мы выяснили чуть раньше, этого более чем достаточно. Теперь о шуме. Эта модель будет громче, чем предыдущая. Во время стирки уровень шума будет сопоставим с проездом легковой машины на небольшой скорости. Это 64 дБ. А вот во время отжима 79 дБ, что можно сравнить с игрой на пианино. Максимальная загрузка уже 6 кг. Этого будет достаточно для семьи из 4-5 человек, а также для того, чтобы постирать одеяло или тяжелые пледы. По габаритам она чуть больше первой модели в нашем топе, точнее чуть глубже – 40 см. Ширина и высота такие же – 59,5 см и 85 см соответственно. Зато она почти на 10 кг легче – 52 кг, что заметно упрощает установку. Мы уже упоминали, что у стиралки бренда Waysgauff самый экономичный расход воды – 43 литра за одну стирку. Это минимальный показатель не только в нашем топе, но и один из наименьших на рынке стиральных машин с объемом такой загрузки. Поэтому, если экономичность потребления воды для вас важный показатель, можете смело ставить ей большой плюс. Кроме того, в функционале этой модели есть отсрочка старта. О ней мы уже рассказывали, здесь она работает аналогично. Есть защита от детей и протечек, но сейчас она есть практически в каждой стиральной машине. А вот как нам кажется, действительно удобной функцией является звуковой сигнал окончания стирки, который, к слову, достаточно громкий, и его легко услышать, даже если вы заняты другими делами. Ну а теперь сначала о плюсах. Легкость в использовании, экономичность, приятный внешний вид, хороший объем загрузки. Минусы. Достаточно шумная. Подытожим. Хорошая, функциональная и простая в управлении стиральная машинка, которая сможет соответствовать потребностям среднестатистической семьи. Ее главным плюсом является экономичный расход воды, который точно порадует вас в коммунальных счетах. Эта стиралка определенно достойна вашего внимания, но узнать о ней подробнее вы легко сможете по ссылке в описании. Ну а мы идем дальше. Можно заметить, что стиральные машины, которые стоили 30 тысяч рублей, после февраля стоят уже в районе 60. Поэтому свою старую стиральную машину хорошего бренда не стоит торопиться списывать, ведь вероятнее всего ее качество гораздо выше, чем у представителей нынешнего эконом-класса. Интернет-магазин Самоделкин предлагает около 5000 новых и проверенных БУ запчастей для стиральных машин любого бренда. Любую запчасть вам доставят прямо до дома по всей России почтой или с ДЭКом. Гарантия качества и совместимости 30 дней на все запчасти. Рекомендуем, ссылка будет в описании. Третье место. Atlant 60U121301. Цена 28 тысяч рублей. Думаю, каждый из вас точно слышал о бренде бытовой техники Atlant. Но многие ли из вас знали, что он практически наш соотечественник? Техника Atlant родом из граничащей с Россией Белоруссии. Поставьте лайк, если узнали об этом только что. Несмотря на то, что к производителям из России и стран СНГ часто бывает недоверчивое отношение, Atlant плотно вошел на рынок бытовой техники и уверенно держится там более 20 лет, что говорит об очень хорошем качестве производимых товаров. Ну а теперь непосредственно стиральной машинки. Классический стильный внешний вид. Белый пластиковый корпус, фронтальная загрузка, серебристый ободок загрузочного люка, поворотный механизм выбора режима стирки и сенсорный цифровой дисплей выбора температуры, оборотов отжима и дополнительных функций. 16 режимов стирки, включающие все основные необходимые, а также ночной режим и так называемую любимую программу, которая запоминает и сохраняет настройки стирки. Максимальное количество оборотов 1200 в минуту. Показатель, конечно, выше, чем в предыдущих двух моделях, но это только в цифрах. На практике вы вряд ли заметите серьезную разницу. Объем загрузки 6 кг, как и у стиралки от Waysgauff. Хороший объем для семьи. По габаритам она, кстати, тоже соответствует предыдущей модели нашего топа. 85 см в высоту, 40 см в глубину и 60 см в ширину. А вот вес на 10 кг больше, 62 кг. Ставить в одиночку будет затруднительно.
Что касается показателей шума, они здесь на среднем уровне. 59 дБ при стирке можно сравнить с уровнем шума в салоне легкового автомобиля при движении. При отжиме 75 дБ, который мы сегодня уже сравнивали с пылесосом. Расход воды 50 литров за стирку. На рынке стиральных машин это средний показатель, который присущ большинству стиралок. Из дополнительных функций здесь тоже есть отсрочка старта и звуковой сигнал окончания стирки. Кроме того, предусмотрена защита не только от детей протечек, но еще и от скачков питания. Это уже достаточно важная функция, потому что статистика утверждает, что очень многие стиральные машины ломаются именно от неконтролируемых скачков напряжения. Ну и как обычно, выявим основные плюсы и минусы. Плюсы. Простое, понятное меню управления, стильный внешний вид, защита от скачков напряжения, гарантия 3 года. Минусы. Шумновато, неэкономично в расходе воды. Подводя итог, можем сказать, что стиральная машина белорусского бренда отлично справится со всеми базовыми потребностями потребителя. Разнообразный функционал, приятный внешний вид, простота в использовании и долгая гарантия точно оставят хорошее впечатление от использования данной модели. Ну а мы набираем обороты и двигаемся дальше. Остались самые горячие модели. А если ты не хочешь пропустить самые топовые обзоры из мира техники, обязательно подписывайся. У нас много интересного. Второе место. Hotpoint Ariston VMSG 521 ST-B. Цена 26 тысяч рублей. Hotpoint Ariston появился в 2007 году после слияния двух компаний. Созданный в 1930 году итальянской фирмой Ariston и работавший с 1911 года американской компанией Hotpoint Electric Heating. Потребителю он полюбился почти сразу из-за высокого качества производимых товаров. Не потерял своей популярности бренд и сейчас. Все так же сотни тысяч потребителей доверяют именно ему. Еще одна стиральная машина нашего топа выполнена в классическом стиле. Белый пластиковый корпус, черный матовый ободок загрузочного люка, поворотный механизм выбора режима стирки и цифровой дисплей, вокруг которого разместились кнопки регулирования дополнительных функций. 16 программ стирки, среди которых есть не только базовые, но и, например, режим антиаллергия и удаление пятен. Отдельного внимания заслуживает программа «Освежить паром». Функция позволяет придать одежде лучший вид, не проводя при этом полноценную стирку и не уступая качественной санобработке. Максимальный объем загрузки 5,5 кг. Будет более чем достаточно для семьи из 3-4 человек. Машинка может набирать до 1200 оборотов в минуту. Хороший показатель, но она отлично справляется с отжимом и на меньших оборотах. Габариты стандартные, хотя она будет чуть глубже модели, о которых мы сегодня уже говорили. 42,5 см. Ширина и высота уже нам знакомы. 59,5 и 85 соответственно. А вот вес у стиральной машины самый большой из подборки – 62,5 кг. Уровень шума при стирке тоже стандартный – 61 дБ. Его мы уже сравнивали со звуком от легковой машины. А вот при отжиме стиралку вряд ли можно назвать тихой – 84 дБ. Это примерно как шум, исходящий от оживленной улицы. Расход воды 48 литров. Опять же, средний показатель для стиральных машин этого ценового сегмента. Из дополнительных функций то, о чем мы сегодня уже упоминали. Отложенный старт, сигнал окончания стирки и защита от детей и протечек. Впрочем, этим сейчас обладают почти все бюджетные стиралки. Поговорим о плюсах. Функция очистки паром, приятный внешний вид, классическое легкое управление. Минусы. Уровень шума при отжиме, туго открывается люк. Подведем итог. Во-первых, проверенный годами бренд. Думаю, все когда-то с ним сталкивались, поэтому уровень доверия высокий. Во-вторых, стиралка и правда хорошая, качественно собрана, проста в управлении, выглядит тоже неплохо. А режим обработки одежды паром станет спасением, если вам будет нужна какая-то одежда, а времени на ее стирку и сушку нет. В общем, эту машинку определенно точно стоит рассматривать к покупке и подробнее ознакомиться с ее характеристиками. Это, кстати, можно сделать по ссылке в описании под видео. Ну а мы уже добрались до самой горячей модели нашего топа. Первое место. Beko WSPI 6H616. Цена 29 тысяч рублей. Beko – еще один проверенный временем бренд, занимающийся бытовой техникой более 60 лет. Изначально турецкий бренд за свою длительную историю неплохо развил производство, и сейчас заводы, выпускающие технику Beko, есть в 130 странах, в том числе и в России. А теперь о стиралке. Мы наконец добрались до интересного внешнего вида. Во-первых, 3 цвета на выбор – белый, серый, черный. Классический поворотный механизм для выбора режимов,
а также большой полностью сенсорный цифровой дисплей для выбора дополнительных функций. Кстати, люк на всех цветовых вариациях черный и тонированный. Хорошо это или плохо, мы сегодня уже обсуждали. Но чего греха таить, эта стиралка и правда выглядит очень сильной по сравнению с остальными представителями нашего топа. Ну а теперь о функционале. 15 режимов стирки, включая специальные режимы для шерсти, спортивной одежды и пуховых вещей, и дополнительные функции, такие как замачивание, быстрая стирка, дополнительное полоскание и удаление шерсти домашних животных. Еще здесь есть функция управления со смартфона или планшета посредством приложения HomeViz, доступного как в Play Market, так и в App Store. Максимальный объем загрузки 6,5 кг, самый большой показатель в нашем топе. Этого объема хватит даже для большой семьи. 1200 оборотов в минуту при отжиме может набирать данная модель, но она и на меньших оборотах прекрасно отжимает, так что использование максимальных показателей может и не понадобиться. Кстати, уровень шума при самых высоких оборотах отжима 77 дБ. Мы уже сравнивали это со звуком от пылесоса. А вот при стирке уровень шума равен 63 дБ. Его мы тоже сравнивали с легковой машиной на небольшой скорости. За счет большого объема загрузки машинка является самой глубокой по габаритам из всего топа. Почти 44 см. А вот остальные показатели также не изменяются. 60 см в ширину и 85 см в глубину. Вес стиралки 56 кг. Расход воды совпадает с предыдущей моделью – 48 литров. Но стоит обратить внимание, что объем загрузки на килограмм больше, а значит экономичнее будет стиральная машинка фирмы Beko. Дополнительно уже по классике мы отмечаем отложенный старт, звуковой сигнал окончания стирки и защиту от детей и протечек. Здесь все это тоже есть. Отдельно отметим защиту от скачков напряжения и функцию подачи пара, которая поможет разглаживать одежду паром еще в стиральной машине. Процесс глажки от этого значительно ускорится, а может и вовсе не понадобится, если аккуратно развесить белье на сушилке. Плюсы: необычный стильный внешний вид, расширенный функционал, управление со смартфона, большой объем загрузки, защита от скачков напряжения. Минусы: резкий сильный щелчок при блокировке люка, не самый качественный пластик в отсеке под стиральные средства. Подводя итог, мы хотим отметить, что в данной ценовой категории эта стиральная машина явно обходит многих конкурентов по внешнему виду, который точно впишется в интерьер даже самой стильной квартиры, расширенному функционалу, который справится с практически любыми потребностями потребителя, и дополнительным функциям, например, управлению с телефона и функции легкого глажения. В общем, стиралка точно мало кого оставит равнодушным, да еще и за такую небольшую для ее характеристик цену. Сегодня мы познакомили вас с нашей подборкой стиральных машин в ценовом диапазоне до 30 тысяч рублей. Все они стоят своих денег и прослужат вам долгое время. Ну а выбор, как всегда, за вами. В описании к этому видео мы оставили ссылки на все представленные сегодня модели. Можете получше изучить их функции, сравнить цены, а также ознакомиться с отзывами покупателей. Напишите в комментариях, какая стиралка понравилась вам больше всего. И не забудьте поставить свой лайк и подписаться на канал. Это MyGadget, впереди еще очень много интересного. До скорых встреч, друзья!